Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события до конца сентября. У нас сегодня новая колода. Колода доброго Таро или хорошего Таро. Прорисовала иллюстрации известная таролог, художница Колет Барон Рид. Она более 40 лет занимается вот как раз Таро. И она создала эту колоду, очень мудро создала. Она учла как бы 78 карт, взяв за основу классическую форму Таро, но подала свои иллюстрации с позиции метафорических карт, позитивной психологии. Вот давайте мы рассмотрим вторую половину сентября с позиции позитивной психологии как раз. Сентябрь у нас словно делится на две части благодаря Меркурию. До 16-го он был в ретро-движении, после 16-го уходит в прямое. И мы все знаем, когда ретро-Меркурий, это не разбери, пойми что, может быть, буквально, как и в информационном каком-то в таком вихре мы можем кружиться и сразу не разберешься, что правда, что фейк, чем заняться, да, так вот сложно себя на что-то сориентировать. Разносторонняя какая-то информация или разношерстная скорее приходит. Так и сам по себе этот период чаще бывает каких-то неопределенностей, турбулентностей, назовите так. Или когда приходят те события, которые нас вообще могут повергнуть где-то в стопор. Мы даже не знаем, с чего начать и как подступиться к тому или иному вопросу. И вот как раз вторая половина сентября – это больше ясности, больше конкретики. И из всех вот этих вот неопределенностей нам какую-то систему уже можно будет выстроить. И есть второй момент, мои дорогие, касается именно вас. Марс у нас продолжает путешествие по вашему знаку. И, внимание, 4 октября. Пусть это немного мы вперед забегаем, но тем не менее вы, кто-то из вас особенно может уже прочувствовать во второй половине сентября влияние это. Почему? Марс у нас приблизится к оси лунных узлов. И как раз вот этот момент или приближение Марса к южному узлу лунному будет означать, что для вас это прекрасное время проговорить словно или, может быть, обсудить друг с другом вопросы отношений. Это могут быть разные отношения, как личная жизнь или решение каких-то вопросов по вашему бизнесу, по работе, может быть, с нужными людьми о чем-то договориться. Если не договориться, то просто, может быть, озвучить какую-то тему. Но для вас дважды, мои дорогие, вы великие дипломаты. И если бы прежде, может быть, вы бы какую-то, ну, так дали заднюю, чтобы было тихо, да, вот такой есть момент, то Марс как раз вам этого делать не рекомендует. Для вас Марс в весах, как раз в вашем знаке. Запомните, это железный кулак в бархатной перчатке. Может быть, этот кулак будет в бархатной перчатке означать и для кого-то, я иносказательно говорю, но, наверное, в первую очередь для вас самих. Дипломатия не должна сводиться к отрицанию проблем каких-то ради спокойствия. Нам говорят, что если мы раз что-то как будто не видим или сдаем назад, да, в 2-3, рано или поздно все равно эти проблемы накапливаются, разочарование, самое главное, накапливается, или негодование, и так тоже может быть, и рано или поздно мы получим какой-то взрыв. Вот этого быть не должно. Поэтому вот этот момент, ну, может быть, для кого-то и следует учесть. Давайте я подготовила уже колоду. Давайте мы узнаем, что думают карты в нашем раскладе. И первый вопрос, что придет вторая половина сентября? Что новое может быть? А что уйдет? Может быть, вы с чем-то разберетесь окончательно. Чем дело кончится? Может быть, что-то еще как бы ставит в тупик, или, может быть, вы к какому-то выводу придете. И чем сердце успокоится, или что нас порадует. Что скрыто? Достанем такую карту. И 3 события, 3 карты. Может быть, и событие это одно, кто знает, какие-то эпизоды. А может быть, и 3 разных за вторую половину сентября в вашей жизни. Итак, что придет? Маг. Вот все, что я сейчас только что рассказывала в планетарных событиях, да, и вообще то, что касается вашего знака, у вас, правда, на повестке дня стоит что-то очень важное именно для вас самих, мои дорогие весы. Может быть, и правда время
настоять на своем. Но сделать это как маг. Маг ведь у нас великий манипулятор. А манипуляция это где-то, ну, не совсем синоним с дипломатией, но очень близко. Поэтому любой метод где-то хорош, который не противоречит закону, а что-то для себя, свою именно какую-то теорию, видение продавить, сделать определенно по-своему. Сделать это так красиво, элегантно, чтобы, может быть, не было какого-то противостояния, а если это не получается, значит, мягко, может быть, кому-то сказать «да» или мягко кому-то «нет», или сделать какой-то выбор, но сделать что-то определенно по-своему. Если выпадает сразу эта карта, нам о чем говорят, что вторая половина сентября для вас время больших возможностей. И маг в этой колоде карт – это алхимик, по сути дела. И имеется в виду алхимия, алхимия силы духа, а подразумевается под силой духа, именно эта колода, так описывает ее Колет, как сила воли. Поэтому вот где-то, может быть, придется для кого-то из вас, мои дорогие, и самого себя на что-то словно настроить, да, волю направить в каком-то одном фарватере, чтобы не соскользнуть на чьи-то уговоры. Может быть так, но алхимия должна состояться. И если мы говорим сила духа, и второй момент – это мастерство, это ваша экспертность, может быть, профессионализм или какие-то ваши человеческие качества. Карта нам что хочет сказать? Что как сила духа или сила воли, как мастерство, само по себе одно и второе, оно не будет работать. А вот соединение двух этих сил нам дают вот эту алхимию, когда вы практически любой вопрос сможете решить. Что идет? Тройка воды. Вообще это карта праздника. В этой колоде у нас такая красивая русалочка, рыбка изображена. Карта праздника, карта мягкого взаимодействия с людьми, когда люди собираются посмеяться, может быть, что-то отметить, что-то доброе вспомнить, или, может быть, сам по себе повод для праздника, да, вот тут действительно, тут не до праздника где-то и не до участия, может быть, в жизни других людей или не быть всем угодным, вот нам как раз и говорят, что где-то этот момент уйдет, потому что, может быть, то, что вы должны сделать, мои дорогие весы, кому-то может не понравиться. Ну и что? Много чего не нравится людям. Или с нами может кто-то не соглашаться, но мы от этого нашу жизнь планировать ведь как-то по-другому не будем. Поэтому карта, может быть, нам хочет сказать, что не всем придутся по душе ваши решения, но у вас это вам сделать как будто совершенно необходимо. У каждого как-то в своей области проиграется. Все же маг – это у нас старший аркан. Давайте мы узнаем, чем дело кончится. Отшельник. И знаете, по этой карте я ее в любом случае люблю, потому что никто не мешает. И здесь, посмотрите, нам как будто 3 ключа изображены, я надеюсь, это видно. И закрытая дверь, то есть мы все равно действительно остаемся где-то на своей волне. И то, что для нас сейчас в жизни очень важно, это будет более важно, чем где-то быть и вашим, и нашим, или в каком-то, может быть, даже в согласии, в полном с коллективом. По отшельнику, если мы говорим, чем дело кончится, значит, вы решите действительно, мои дорогие весы, какой-то вопрос. И в этой колоде карт дверь у нас закрыта, и отшельник находится за дверью, нам его как будто не показывают, и предполагается передышка, в чем-то как будто отступление. И это будет необходимо, чтобы уравновесить собственные душевные, может быть, силы. Это как перегруппировка и самонаблюдение. Здесь не должно быть в чем-то поспешных действий. То есть, значит, вы какой-то вопрос решите определенно, но уделить внимание, знаете, как привести мысли в порядок, пронаблюдать. Или вы, допустим, сделаете какое-то важное решение, и вам как будто нужно никому ничего не доказывать, а отступить сразу полшага назад и пронаблюдать, как дальше будут разворачиваться события. И вот как будто дело-то и кончится тем, что вы уходите, как серый кардинал, в тень и наблюдаете. Вот, наверное, где-то из-за этой двери маг и будет свою алхимию творить. Вполне вероятно. Есть какие-то у вас рычаги или ключи, вот как в этой карте изображены, когда
вы можете воздействовать, даже не находясь в каком-то месте конкретном. Вот для кого-то ведь может проиграться как какая-то ситуация, может быть, с работы в интернет или что-то тут такое вот есть. Для кого-то из вас, если вы хотели, например, или вы уже занимаетесь, именно ваш бизнес может быть связан посредством интернета или каким-то образом для вас это приносит, может быть, бонусы, прибыли или еще что-то. Вот тут и в интернете-то как будто мы себя тоже на авансцену пока не ставим. То есть мы сначала решаем что-то, а после этого вот так отступаем 2 шага назад, как будто дело кончится. Для нас это будет тогда такая позиция в плюс. Чем дело кончится и чем сердце успокоится, 2 земли. Прекрасно. Это карта баланса. Причем баланса по финансам, баланса нашего душевного, эмоционального. Мы с собой остаемся довольны, это, наверное, самое главное. И это когда у нас вообще все под контролем. И это когда работа в радость. Это когда мы какие-то бонусы получаем. И это еще и сам по себе баланс между отдыхом и работой. И, видимо, для кого-то из вас, может быть, даже если нам приходится какое-то напряжение выдерживать, а никто ведь об этом не догадывается, потому что помогу ведь не понять, это будет известно только вам одним. Но, значит, эффект от того, что вы для себя сделаете что-то очень важное, он не заставит себя ждать. И как на материальном уровне, так и на эмоциональном, так и буквально отдохнуть. Может быть, вы навсегда, раз и навсегда разберетесь с каким-то вопросом, и вам потом больше как ресурсности вашей останется, больше свободного времени. Ну а для кого-то и буквально какой-то финансовый вопрос вы решите. Что скрыто? Карта звезда. Вот это ведь вас касается, это ваша какая-то идея, это какая-то ваша задумка, то, что вы хотите реализовать. И она выпадает скрыто. И, кстати, у нас карта мага. И нам говорят, и правильно, счастье и удачу любит тишину. Никому не рассказывайте о своих далеко идущих планах. Может быть, для кого-то из вас это будет скрыто, как бы, да, на этот период времени, 2 половины сентября, последующий ваш переезд куда-то. Может быть, очень далеко. Ваша жизнь сама по себе может в последующем меняться. Вы можете задумать такой, ну, длительный, на длительную дистанцию по времени, может быть, на годы себе какое-то развитие. И карта нам тогда говорит, что нет, тут правильно будет никому не говорить о своих планах. Это еще и по этой карте это как вдохновение проходит и начало чего-то нового. И у вас, правда, будет что-то меняться в вашей жизни. Конечно, все наши перемены зависят от наших действий напрямую. Если мы просто ждем, ну, что будет, правда? Мы должны как-то прилагать усилия в том направлении, которое нам интересно, безусловно. А если мы ничего не меняем, ну, наверное, тогда есть риск вот за этой дверью и остаться. То есть нет, как по магу, вот эта алхимия, помним, что это сила духа или сила воли, и ваше мастерство как будто будет очень важно соединить все вместе. Но я бы сказала, дипломатию, мои дорогие, помните, о чем мы с вами говорили в самом начале. И 3 события, паш огня. У кого-то это могут проиграться вопросы, связанные, безусловно, с детьми. У кого-то это будет как раз ваш проект, который вы захотите продвинуть. Или, может быть, знаете, будет уже по пажу огня вообще авантюра даже какая-то проходит. И есть элемент риска. Но мы как будто рисковать тут, ну, так не должны. А вот новый проект или какое-то предложение или информация, или вам захочется заниматься каким-то совершенно новым делом, или обстановка за 2 половину сентября, может быть, 1 половина сентября уже был какой-то сумбур, но было непонятно, а может быть, за 2 половину сентября произойдут какие-то перемены, к примеру, на вашей работе, может быть, и работа-то сама не меняется, а там режим, график, еще какие-то условия, для вас тоже какие-то новые перспективы будут открываться, может, у кого-то руководитель меняется, но есть элемент, когда пусть даже это как будто, да, в хорошем смысле авантюра, но это нас то, что вдохновляет, и это начало чего-то нового. Значит, как и предложение, так и какая-то новость может для вас проиграться на 2 половину сентября. А что еще? Десятка воздуха. Знаете, тут мы принимаем то, что есть уже по факту.
мы принимаем, знаете, как подведение итога. Все-таки это у нас десятка. Что мы смогли совершить и что мы не смогли. И где-то отпускаем то, что у нас не получилось сделать. Потому что, может быть, мы и сами от чего-то откажемся. И по этой карте есть такое значение, знаете, как прозрение для нас наступает. И новое мышление. И очень символично, что у нас выпадает сначала карта звезда, и мы с вами сказали, что это вдохновение и новое начало. И по карте десятка воздуха мы буквально подводим итог, и как будто тут же уже знаем, чем мы будем заниматься дальше. Это прописано как изящное завершение и одновременно новое начало. Причем, может быть, что-то нам далось не так просто, да? Карта изображает, нам тут как будто девушка стоит, парит, да, и перья так вот немножко оседают, да, то есть нам да, было, наверное, стоило каких-то усилий или было сделать что-то не так просто, может быть, это касалось не просто уговорить себя на что-то или самого себя организовать на какое-то дело, или заявить о какой-то своей твердой позиции или о своем намерении идти именно в том фарватере, которым вам интересен. Но для нас это открывает новые перспективы. С элементом новизны обе карты. И значит, какой-то итог вы действительно будете не то чтобы делая над собой усилия подводить, а какая-то ситуация у вас заканчивается. И вам будет очень важно понимать, куда я иду дальше. Вот именно вот этот момент. Давайте третье событие. По двойке огня это карта роста. И у нас, посмотрите, жираф изображен. Здесь наши амбиции в рост, здесь какие-то наши новые возможности. По этой карте приходит еще и какая-то информация. По этой карте, когда нам интересно чем-то заниматься, это творческие планы сами по себе, со значением роста. Это есть еще и какое-то наше здоровое честолюбие, которое, видимо, тоже будет порадовано. И вот посмотрите, чтобы суммировать весь этот расклад, мои дорогие весы, какая-то самореализация у вас сейчас на повестке дня, это определенно. Может быть, для кого-то это ситуация и в личной жизни. Но вы тогда, я могу сказать, как будто точно знаете, как бы я хотел, чтобы разворачивались события. Или каково было мое место или моя роль вот в этих отношениях, к примеру. И вот так, как вы думаете, как будто вот в эту сторону надо и обернуть. И тогда у нас и баланс получается, тогда и планы сбываются, и новые какие-то перспективы как будто появляются тоже. Очень значимый период конца сентября, ну и в последующем. Помним, да, что Марс приблизится 4 числа, это где-то днями раньше, днями позже, в октябре, и вас, видимо, какое-то новое начинание или какой-то прогресс, мои дорогие весы, еще будет проигрываться на октябрь. Для вас вот эти месяцы, они очень важны. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.